Всем огромный привет! Друзья, сегодня готовлю грузинский кисло-сладкий соус ткемали из желтой алычи. Рецепт максимально приспособлен к тому наличию всех имеющихся компонентов в моей местности. Я, конечно же, постаралась максимально приблизиться к аутентичному рецепту, и соус по этому рецепту получается очень ароматный, вкусный, подходит к мясным блюдам, к рыбным. Я частенько в нем даже мариную мясо, птицу, в нем есть все: кисло-сладкая слива, в моем случае дикая слива, алыча желтая, большое количество ароматных трав, специй, чеснок. Такой соус я готовлю или из красной алычи, или из желтой, и от этого, конечно же, зависит цвет нашего соуса. Вот такую алычу мы собрали, желтую. Вот такие сливки. Выбираю спелые ягоды, потому что алыча сама по себе очень кислая. И поэтому, чтобы избежать вот этой лишней кислоты, поэтому я готовлю из таких спелых плодов. И если вы будете готовить из красной алычи, соус будет красного цвета. Это прекрасная замена банальному кетчупу. Очень вкусный, ароматный получается соус. 3,5 килограмма алычи спелой. И вот тут у меня большое количество зелени, чеснок почищенный и специи. Но все по порядку. К алычи 3,5 килограмма. Я ее помыла. Отправляю полстакана водички, где-то 100-150 мл, буквально для того, чтобы не пригорело. Косточка тут отделяется очень сложно, поэтому проварим для того, чтобы косточка лучше отделилась. И травы, которые я буду использовать, это, конечно же, базилик, небольшое количество тимьяна я добавляю, мята. Мята двух видов. Одна у меня садовая, а другая амбала. Называется это мята блошица или болотная мята, которая придает очень такой аромат интересный. И, конечно же, петрушка и немножко тархуна я добавлю, чеснок и мороженая зелень. У меня вот зелень укропа мороженая. Сейчас у нас уже не сезон укропа, поэтому мороженый. Такой тоже большой пучок укропа. Кинза, конечно же, тоже у меня мороженая, потому что она уже переспела. И сюда же отправляю базилик. Отрываю листики, веточки в стороны. Веточки не выбрасываем, мы их тоже будем использовать. Вот всю зелень я обрываю от грубых частей. Будем ее перемалывать. Тоже тимьян из веточек очищаем. В другую сторону только листики. Вот эти жесткие части нам не нужны. Зелени такое большое довольно количество. Все стебельки в сторону. Тархун точно так же. Тархун нету в оригинальном рецепте. Там еще добавляют фенхель, но у меня фенхеля нету. Вот я добавлю небольшое количество тархуна. Я думаю, я не испорчу соус. То есть я беру такую зелень, какая у меня есть по сезону, и ту, которую я заготовила, заморозила. И вот такой довольно большой пучок петрушки. Тоже вот эти нижние части обрываю. Стебельки не выбрасываем, мы их потом свяжем в пучок. И там очень большое количество аромата, которые мы и будем еще использовать. И, конечно же, вот та мята, которую я показывала, спасибо, Жанна, что вы подсказали.
Это действительно очень придает такой аромат соусу, просто необыкновенный. Друзья, попробуйте найти такую мяту. Алыча у меня проварилась, я ее убавляю огонь и варю где-то минут 15-20. Ну так смотрим, чтобы косточка легко отделялась, потому что будем все перетирать. Конечно же, чеснок. У меня и 2 стручка вот такого зеленого перца острого, потому что ну, соус у нас желтый, если бы красная алыча, тогда красный стручок перца, а так такой зеленый добавим, чтобы по цвету тоже все было красиво. И вот буду измельчать все при помощи комбайна таким ножом вот в однородную массу, всю зелень. Смотрю, прошло вот 15 где-то минут, 20. Вот смотрю, если раздавливается легко, косточка отделяется, выключаю огонь и даю вот алычи остыть, чтобы она хорошо остыла. Все, алыча остыла, и теперь буду я ее перетирать через сито. Все просто, чтобы косточки, вот все пюре, все отделилось. Конечно же, потом я еще дополнительно отожму, чтобы ну, чем побольше выход получился самого пюре. И вот из 3,5 килограмм алычи, вот столько у меня жмыха получилось, и вот 3 литра получилось у меня в количестве вот этого пюре ягодного. И вот эта перекрученная масса, зелень вся с чесноком и с острым перцем отправляю сюда к алыче. И вот из расчета на вот этих 3 литра, у меня уже так как-то стандарт, 3 столовых ложки, ну таких без горки, соли, сахара 200 грамм. Я всегда добавляю, но бывает алыча покислее, тогда вы пробуете на вкус, если вам мало сахара, добавьте еще полстаканчика. И специи. Специи это хмели сунели, обязательно всегда добавляю сюда, где-то 2 таких полных с горкой столовых ложки. Сюда же мускатный орех добавляю, тоже чайную ложечку. Пажитник, он очень такой тоже аромат придает ткемали. И еще добавлю сухой базилик, тоже ну вот 2 чайных ложки, столовая ложка базилика. Все хорошенько перемешиваю, и теперь надо, чтобы все подружилось, проварилось, пропиталось. Варится соус недолго, я варю его 15, ну от силы 20 минут, 15 минут достаточно. И когда все проварилось, проварится, да, и вот эти стебельки я тоже связала веточки и бросим туда, чтобы они отдали еще свой такой аромат сильный, насыщенный в соус. И в таком виде вот варим соус. Соус закипел, убавляю огонь, где-то средний. И вот образовывается пенка, обязательно надо тоже ее снять. Пенку снимаю, конечно же, попробуйте на вкус, или хватает соли, сахара. Ну вот у меня на это количество обычно, вот пенку снимаю, на это количество пюре алычи на 3 килограмма, вот ну, стандартно, вот мне достаточно по вкусу и соли, и сахара, я больше не добавляла ни сахара, ни соли. Пробуете на вкус, чтобы было все вкусное. В конце варки вот достаем вот эти веточки и выбрасываем. И теперь в чистую, сухую, стерильную посуду, у меня такие бутылки
небольшие, заливаю под самый верх, потому что соус довольно-таки густой, и он оседает немного под самый верх. Вот. И закручиваю тоже стерильными чистыми крышечками. Оставляю остывать, вот так вот, ничего не укутываю. И вот, друзья, такой ароматный соус ткемали из желтой алычи у меня получился. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня это очень важно. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, но ненадолго. С вами была Виктория.